Всем доброй ночи, друзья мои. Вы знаете, я уже снимала эту работу, но это было, наверное, лет 8-9 назад. Поскольку после того времени мои каналы несколько раз сливали, эта работа пропала вместе со многими другими трудами. Некоторые удалось сохранить. Был такой архив «Ведьминой избы». Но он тоже несколько лет назад, когда по новой начались атаки на мои каналы, то есть тот канал тоже удалился вместе с другими большими каналами. У нас была гостиная «Ведьминой избы» первая. Тоже удалили. Пришлось мой канал закрывать на время, чтобы спасти эти работы. Но после того, как я позволила всем создать дочерние каналы, и сейчас позволяю для сохранения моих трудов. Их создали огромное количество то есть на Ютубе, их больше 600. На других источниках, Яндекс.Дзен, в Телеграме есть группы, то есть в которых просто мои работы выкладывают. В Рутубе, везде. Я позволила и сейчас позволяю создать, делать оригинально. Можете посмотреть мой видеоролик «Правила, дочерние каналы, правила ведения». Там все объяснено. И вот после этого как-то атаки перестали. Я, как любой водолей, обладаю таким умом стратегическим. Я понимаю, что они хотели удалить мои труды и как бы избавиться от моих работ. Но поскольку я сделала такой еврейский ход конем и позволила создать копии моего канала. Кстати, те каналы, которые вы видите, не пишите мне, пожалуйста, что это кто-то вам подражает и так далее. Если там мое авторство, мои данные, мои работы, и написано, что это дочерний канал «Ведьминой избы», это нормально, это дочерний канал. Некоторые люди делают по-другому. Например, проводят мои ритуалы, и написано, что там мои авторские ритуалы. Так тоже можно. Если есть желание у кого-то, пусть будет. Но авторство обязательно указывать. Потому что даже если я не увижу, мои зрители это увидят. Вообще у меня брать и делать вид, что это их работа, не очень выгодно. У известных людей красть не нужно труды. Распознают сразу. Это не приносит ни чести, ни ничего, понимаете? И вот после этого как-то перестали уже трогать каналы. Но те работы и огромное количество работ исчезло. Они есть в книгах. Некоторых нет в книгах пока еще. Потому что исчезли каналы. И не набрали, забыли как-то про некоторые из них. Они у меня сохраняются во флеш-картах. Все мои работы. Но я так подумала, это было снято лет 9 назад. Качество съемки тогда немножко хромало, потому что я только как бы понимала, как нужно. Хотя нет, уже опыт был, конечно, но, может быть, я уже и не помню, как я сняла эту работу, если честно. Я вот смотрю сейчас в своих архивах, ищу потом на каналах, нет, значит, переснимаю. Да и мне кажется, что не стоит выставлять старую работу. Лучше снять и дополнить, и объяснить по новой. Поэтому некоторые мои труды, они уже были сняты. И в некоторых группах иногда встречают мне, говорят, вы знаете, вот выставили это как свою работу, или автор неизвестен. Да уж, неизвестен, конечно, очень не хочется выставлять. Не удивляйтесь, если они подпишут, чье авторство, они понимают прекрасно, что люди-то меня найдут и больше в эту группу не зайдут. Поэтому они вынуждены так делать. Не имеют права, но делают.
Это очень сильная работа. Это труд моей прабабушки по материнской линии. Она была знахаркой, повитухой, такой сельский врач со знаниями более тайными. Звали ее Марта. И вот это вот заговор этот остался в семье моей матери. Я переписала для себя. Он у меня есть, у бабушки своей взяла. Хотя она боялась, конечно, этих заговоров. Но тетрадь мне не отдала, но сказала, можешь себе переписать. Я переписала. Напрямую передать я не могу. Нельзя. Потому что это семейное. Я и так наказываюсь иногда, когда делюсь тем, что мое. Оно мне либо перестает помогать в некоторых случаях, а в некоторых начинает помогать только 40%. И, по сути, это определенная жертвенность, знаете, отдать свое. Ты понимаешь, что потом оно тебе так сильно, как раньше, не поможет тебе, но другим поможет, да. Ну, вот так вот есть вещи, которые только твои и тайные. Если ты их раскрываешь, отдаешь публике, то тебе перестают они помогать. Это, наверное, говорит о любви к людям. Не знаю, я считаю, что любовь вообще в этой жизни к своим детям, к близким людям, к любимому человеку, вообще к людям выражается заботой. Любовь равно забота. Нет заботы, нет любви. Все остальное чушь собачья. Вот я тебя очень люблю, обожаю, но ни одну твою проблему не решу и не подходи ко мне, когда тебе тяжело. Это разве любовь? Нет. Любовь – это забота. Если ты заботишься о человеке, ты любишь этого человека. Заботишься о людях, хочешь им помочь, значит, любишь людей. Не надо каждый раз это говорить. Вы, мои хорошие, дорогие, как я вас люблю. И это аферизм, это терпеть не могу. Вот это вот жополиство, извините за выражение. Такой я человек, не люблю я лишние слова говорить. Но любовь выражается в том, что я дарю людям и помогаю. Я в какой-то момент просто решила, что простым людям же тоже должен кто-то помочь, правда? Не только вот продавать они вот эти все курсы для избранных. Друзья мои, нет там никаких избранных знаний, никаких тайных знаний. Все взято либо с интернета, либо с моего канала, потому что у меня самый такой большой, разнообразный и сильный канал среди каналов магии. И книги мои востребованнее, чем у других авторов. Почему? Потому что они работают все это, и они прекрасно понимают, что и последние годы начали уже брать и мои предсказания без страха. Потому что знают, что оно сбывается, и они просто берут, копируют. Несколько человек жизнью заплатили за это. Я писала, говорила из разных стран причем. Я объясняла, что не надо это делать. Я понимаю, мои ритуалы воруйте, но предсказания вообще опасно трогать. Потому что оно не ваше. Накажет вас, очень страшно накажет. Меня блокировали, то посылали, то снимали видео, гавкали в ответ. В итоге вот одна в Казахстане ее не стало, молодая женщина ушла. Я ее предупредила, я говорю, не надо этого делать. Вы уже поступаете слишком подло все. Чрезмерно перешли границу. Мало что мои лекции, работы, еще и предсказания воруете. Понимаете, как смотришь, человек тупой, ничего не говорит весомого. Кто кого любит, это того, кто какой цвет, какой год надевать. А потом резко поумнели. Сидят о геополитике рассуждать. Копируют просто меня. Она ушла. Сын взял, написал, что мама ушла. А молодая женщина могла бы еще пожить, 50 с чем-то лет. Другая с нашей любимой Незалежной тоже предупредила, тоже сын написал, мамы не стало. Вот примерно такой возраст, 52, 51, 49, уходят. И уже, который случай, который я знаю, когда мне скидывали. А помните, она вот воровала ваши эти предсказания, ее нету, она умерла. Зачем? Вот зачем ждать, пока получите по голове, потом сказать, или в последний момент сказать, вот действительно, да, не надо было этого делать. Да потому что эти люди сами не верят в магию, но лезут туда. Так вот все эти так называемые курсы, какие-то
марафоны, какая-то ересь. Вообще, я не понимаю такие вещи, честно. Люди платят деньги, сидят в этих чатах, слушают. В какой она ресторан сходила, куда она пошла, что она делает. Для чего? Зачем? Вот эти сплетен вам в жизни не хватает или вам денег некуда девать? И вот эти все так называемые тайные знания и прочее, которые вам продают, это обыкновенные интернетные информации. В последнее время начали копировать тоже книги, издают якобы, как у меня, ну, похожие названия. Детские считалки. Даже, ну, позорно такую вещь взять и продавать людям как заговор. И такой может ребенок насочинить. Нужно же планку держать, свой профессионализм, понимаете? Конкурсы какие-то, акции. Магию превратили в клоунаду. Вот поэтому люди начали как бы думать, что все одинаковые, ерунда это все. Очень жаль, очень мерзко, но что сделаешь? Всегда были люди, которые из всего сделают денежки. Вы думаете, религии изначально не были созданы ради добра и красоты? Да, но потом они тоже становятся коммерцией. Купи, продай, атрибуты, там плати, тут купи, там заплати. Ну и все. То есть человек со временем все превращает в коммерцию. Но потом фильтруется и остается чистое. Понимаете, все остальное куда-то девается. Так вот. Самая главная помощь человеку, простому человеку, который отчаялся, да, неправильно немножко сказал, дать работу. Вот бери, читай, делай. И постараться дать такую работу, чтобы она была несложной в исполнении для обычного человека, потому как когда у человека проблема, беда и на душе плохо, он не будет искать какие-то редкие атрибуты, платить там сотни тысяч за это все. Зачем? Магия всегда была аскетична. Есть, конечно, и сложные работы, но их оставим для практиков. Обычному человеку нужна быстрая помощь в сложившейся ситуации, правда? Вот эта работа, она создана на основе, насколько я смогла, перевести и создать для русскоязычной публики, собственно говоря, для более европейской публики. Там есть определенные слова. Чудь волосатый. Чудь вроде бы должна быть волосатая чудь, но с другой стороны, поскольку это мужской пол, и это некое такое существо, то мифическое, да, такое темное существо, то именно вот волосатый чуть, он больше подходит. Вот так и произносите. Это правильный перевод. Я долго искала, что лучше как бы подходит, чтобы смысл и сила не потерялась работы. Далее. Вот о чем этот ритуал? То, что я вам дарю, за это ведьмы брали большие деньги тысячелетиями. Вы знаете, это отчасти и чревато. И то, что я в своей жизни иногда плачу плохим состоянием, вот в общем и целом здоровье мое не подводит, поскольку я всю жизнь не пила, не курила. Ну, у меня, да, была онкология, но это из-за пережитого в жизни, собственно говоря, не из-за вредных привычек. Может, поэтому и пронесло, собственно, еще и помощь сил, да. Но тяжесть в голове, усталость, выпитость. Знаете, вот кроме работы, как-то больше уже ни на что иногда не хватает времени. На семью, на себя. Не хватает, потому что оно выжимает. Каждая работа, она обладает огромной силой, забирает огромную энергию. И отчасти, может быть, даже из-за того, что я очень много даю людям, а за эти работы брали действительно огромные деньги. Я вам могу привести несколько примеров. Мария Сабина, по-моему, ее звали, если я не ошибаюсь, или Сабрина, да. Одна из чилийских или перуанских шаманок,
которую изгнали за то, что она раскрыла свои секреты и помогла. Дала людям самим провести, да. Обиделись ее коллеги. И вот эти все преследования и желание навредить, это тоже не случайно все происходит. Я очень много отдаю. Очень много. На самом деле, такие вещи, которые были недоступны до этого. Но я хочу вернуть уважение к магии. Чтобы люди понимали, что не надо обо всех, вообще о магии судить по этим всем аферюкам, продающим вам воздух. Понимаете? Чем больше я отдаю, на самом деле, тем больше приходит. Вот странно. Казалось бы, они пытаются все продать, но у них не продвигается их этот бизнес ни в какую. А здесь просто отдаешь, и отдача колоссальная. Почему? Потому что я отдаю настоящую помощь, реальную магию. Вот и все. Я не знаю никого на просторах интернета, еще такого человека. И это не, скажем так, похвальство или там самолюбование. Это реальность. И все, что они смогли снять, показывать, это все после меня пришло. Они просто научились, посмотрели, где-то у меня свистнули, где-то какие-то простые считалки выставляют, якобы за ритуалы и прочее. Но если хорошо посмотреть, они все появились после меня и после моего канала. И манеры одинаковые. Кто знал, что такое алтарь, алтарная ткань, скоропомощник? Кто вообще слышал из них когда-нибудь? Никто. Не получится подделками перекрыть оригинал. Ну, конечно, у всех своя публика, и, безусловно, кто-то одевается в ширпотреб на рынке за 20 рублей, а кто-то хочет купить дорогую ткань, понимаете, для себя или там одежду. То есть у каждого свой потребитель, это понятно. Любит ли меня Гурхумбай, Бурдундай, не знаю, женится ли на мне, что думает его собака о моей кошке. И такую херню всегда она есть. Она имеет своих потребителей. Или там, например, огромное количество неудовлетворенных баб, которые стараются каких-то мужиков откуда-то приворожить, увести. И у них тоже будет всегда своя публика. У каждого свое умственное. С одной стороны, может и хорошо, что они есть. Они весь этот вот быдло-мусор себе забирают. Но в любом случае, за помощь, да, я много чем плачу. Но, с другой стороны, востребованность и благодарность людей, она покрывает это все. Итак, пожиратель бед. Я знаю, что этой работой она многих женщин выдала замуж и вообще помогла создать семью. И еще раз скажу, на этой основе создав, переводя в некотором смысле это все, добавляя свое для того, чтобы более было понятно для русскоязычной публики, я вам дарю эту уникальную работу на самом деле. Дело в том, что в кавказской мифологии, не люблю слово мифология, это не мифы, это реальность. Теология, наверное, больше подходит, да, наука о богах и духах. Так вот, в кавказской теологии есть некий Дев. Дев – божество, но которые уже давно стали как хранители гор, вообще-то девы, хранители каких-то дорог, в общем, демонические сущности, если уж хотите знать. И он пожирает беды людей. И вот этот заговор, он составлен как диалог. Есть несколько разновидностей заговоров, ритуалов. Я об этом говорила в своей лекции «Ключ, замок, язык». Некоторые как рифма идет, как стих. Некоторые как диалог, вопрос-ответ. В некоторых как рассказ, рассказная часть и прочее. Призыв, часть призыв, другая часть уже просьба. По-разному составляются заговоры. Это очень древнее не искусство, и оно, должно быть дано.
Это все равно, если я, например, скажу, что я могу написать так же, как Бетховен, да, создать великие произведения. Но это нереально. Я могу там что-то там пым-пым-пым, но я никогда не стану им, потому что это должно быть дано человеку. Моцарт, Бетховен. Каждый может сидеть и, скажем, создать мелодию. Нет. Каждый может, как Айвазовский, написать картины. Нет. И так далее. Так можно продолжить без конца. Шишкин, Айвазовский и так далее. Великие люди. То есть не каждому это дано, согласны? То же самое магия. Не каждому дано составить работу. Можно какой-то стих сочинить или считалку, но это не магия. Это ни о чем. Магия – это текст, это сила слова, это определенное обращение, это определенное нацеленное обращение, которое, как бы сказать, обладает силой и владеет ключами, которые открывают двери и меняют вашу жизнь. Итак, там церковные свечи или обычные свечи в том ритуале. Но я считаю, что... Ну, церковные не написано церковные свечи. Ну, раньше только в церкви были свечи, больше негде было их брать. Но есть только воск. Нужно было из воска сделать вольт, фигуру женскую. Вот в нашем случае нам повезло, в 21 веке мы можем купить просто вот свечу в виде вольта. Женская фигура перед вами. Потому что там тоже должна была быть свеча, сделанная как фигура человека, напоминающая светилем, чтобы она горела. 2 свечи по бокам. Предпочитаю черный воск. Соль, насыпанная внизу. И трава, либо зверобой, бессмертник, значит, можжевельник, полынь, шалфей. Вот здесь шалфей. Из этих всех перечисленных мной трав, любой из них, можно могильник, но могильник, он предпочтительнее немножко в других ритуалах. В любом случае, вот, шалфей. Значит, рядом бутыль с водой. Я просто поставила красивую бутыль такой. Вы можете обычный какой-нибудь маленький там пузырек с водой. Именно бутыль должна быть, потому что она должна быть в закрытом пространстве. Потому что утром, когда вы сделаете ночью до 4 утра, нужно провести ночью. Когда вы, значит, проведете, эту воду должны убрать подальше. И утром, когда проснетесь, этой водой умыть лицо. Ну, естественно, можете потом еще добавить и так далее. Но первым делом этой водой умывать лицо нужно. Полностью всю воду израсходовать. А бутыль можете дальше использовать. Далее, черная ткань вам понадобится, потому что после прочтения, когда они догорят и трава догорит, вам нужно будет это все перевернуть в черную ткань, связать в узелок, можете крест-накрест, как вам удобно. И на следующий день, то есть уже днем, вынести. Утром проснулись, помыли лицо этой водой, свои дела сделали. В течение целого дня нужно это вынести. Выносите, оставляйте под деревом, кидаете 6 монет и говорите: бери сколько даю, больше не получишь. И возвращайтесь назад. Делайте, проводите эту работу нечасто, но у вас беды в жизни остановятся. Очень сильно поменяется все вокруг. Ну, у всех по-разному, конечно, но поменяется очень все сильно. Траву сжечь практически, скажем, в конце. Зажигаем. Вольт.
Здесь весь смысл в том, что вы отдаете свою беду тому духу или тому деву, тому созданию мифическому, который пожирает беды. Сейчас, секунду. Читать нужно 6 раз. Я не знаю, здесь 6 раз я прочитаю или нет, потому что немного устала, и у меня еще другие есть работы хочу сегодня снять, потому что уже под утро. Почти, да. Но смысл сказанного вы, собственно, поймете. Итак. Нет, наверное, начитаю. Ну, или запишу отдельно, потом склею 6 раз, чтобы вы могли переписать. Ну и в конце зажигается трава. Начнем. Долю свою несчастную за руку возьму, да ее во чисто поле приведу. Через поле с ней пойдем в град далекий. Град тот на горе высокой, тот град на Вороньем краю. За 3-9 земель в 30 государстве, в темном царстве. Под горой лежит куча костей и смрада. На куче той сидит чуть волосатый. Сидит, да беды людские пожирает. Беды криком кричат, с них клочья слетают. А чуть их, знай себе, пожирает. Хохочет и жалости не знает. Пойду я к нему, а он и спросит, чего тебя по свету носит? Поведаю ему о своей беде, что дошла к нему не без труда, а он мне дай свою беду сюда. Возьму беду свою за руку и кину в пасть чуду волосатому. Пусть избавит меня от беды проклятой. Беда о пощаде умоляет, но чуть ее до костей сжирает, а мне велит без оглядки уйти. Беду оставила там и ушла. Отныне без бед мне жить-поживать. С меня довольно горечи и слез. С этого часу счастливой судьбой награждаюсь. Истинно так, заклинаю. Долю свою несчастную за руку возьму, да ее во чисто поле приведу. Через поле с ней пойдем в град далекий. Град тот на горе высокой, тот град на Вороньем краю. За 3-9 земель в 30 государстве, в темном царстве. Под горой лежит куча костей и смрада. На куче той сидит чуть волосатый. Сидит, да беды людские пожирает. Беды криком кричат, с них клочья слетают, а чуть их, знай себе, пожирает. Хохочет и жалости не знает. Пойду я к нему, а он и спросит, чего тебя по свету носит? Поведаю ему о своей беде, что дошла к нему не без труда, а он мне дай свою беду сюда. Возьму беду свою за руку и кину в пасть чуду волосатому. Пусть избавит меня от беды проклятой. Беда о пощаде умоляет, но чуть ее до костей сжирает, а мне велит без оглядки уйти. Беду оставила там и ушла. Отныне без бед мне жить-поживать. С меня довольно горечи и слез. С этого часу счастливой судьбой награждаюсь. Истинно так, заклинаю. Долю свою несчастную за руку возьму, да ее во чисто поле приведу. Через поле с ней пойдем в град далекий. Град тот на горе высокой, тот град на Вороньем краю. За 3-9 земель в 30 государстве, в темном царстве. Под горой лежит куча костей и смрада. На куче той сидит чуть волосатый. Сидит, да беды людские пожирает.
Беды криком кричат, с них клочья слетают, а чуть их, знай себе, пожирает. Хохочет и жалости не знает. Пойду я к нему, а он и спросит, чего тебя по свету носит? Поведаю ему о своей беде, что дошла к нему не без труда, а он мне дай свою беду сюда. Возьму беду свою за руку и кину в пасть чуду волосатому. Пусть избавит меня от беды проклятой. Беда о пощаде умоляет, но чуть ее до костей сжирает, а мне велит без оглядки уйти. Беду оставила там и ушла. Отныне без бед мне жить поживать. С меня довольно горечи и слез. С этого часу счастливой судьбой награждаюсь. Истинно так, заклинаю. Долю свою несчастную за руку возьму, да ее во чисто поле приведу. Через поле с ней пойдем в град далекий. Град тот на горе высокой, тот град на Вороньем краю. За 3-9 земель в 30 государстве, в темном царстве. Под горой лежит куча костей и смрада. На куче той сидит чуть волосатый. Сидит, да беды людские пожирает. Беды криком кричат, с них клочья слетают, а чуть их, знай себе, пожирает. Хохочет и жалости не знает. Пойду я к нему, а он и спросит, чего тебя по свету носит? Поведаю ему о своей беде, что дошла к нему не без труда, а он мне дай свою беду сюда. Возьму беду свою за руку и кину в пасть чуду волосатому. Пусть избавит меня от беды проклятой. Беда о пощаде умоляет, но чуть ее до костей сжирает, а мне велит без оглядки уйти. Беду оставила там и ушла. Отныне без бед мне жить поживать. С меня довольно горечи и слез. С этого часу счастливой судьбой награждаюсь. Истинно так, заклинаю. Долю свою несчастную за руку возьму, да ее во чисто поле приведу. Через поле с ней пойдем в град далекий. Град тот на горе высокой, тот град на Вороньем краю. За 3-9 земель в 30 государстве, в темном царстве. Под горой лежит куча костей и смрада. На куче той сидит чуть волосатый. Сидит, да беды людские пожирает. Беды криком кричат, с них клочья слетают, а чуть их, знай себе, пожирает. Хохочет и жалости не знает. Пойду я к нему, а он и спросит, чего тебя по свету носит? Поведаю ему о своей беде, что дошла к нему не без труда, а он мне дай свою беду сюда. Возьму беду свою за руку и кину в пасть чуду волосатому. Пусть избавит меня от беды проклятой. Беда о пощаде умоляет, но чуть ее до костей сжирает, а мне велит без оглядки уйти. Беду оставила там и ушла. Отныне без бед мне жить поживать. С меня довольно горечи и слез. С этого часу счастливой судьбой награждаюсь. Истинно так, заклинаю. Долю свою несчастную за руку возьму, да ее во чисто поле приведу. Через поле с ней пойдем в град далекий. Град тот на горе высокой, тот град на Вороньем краю. За 3-9 земель в 30 государстве, в темном царстве. Под горой лежит куча костей и смрада. На куче той сидит чуть волосатый. Сидит, да беды людские пожирает.
Беды криком кричат, с них клочья слетают, а чуть их, знай себе, пожирает. Хохочет и жалости не знает. Пойду я к нему, а он и спросит, чего тебя по свету носит? Поведаю ему о своей беде, что дошла к нему не без труда, а он мне дай свою беду сюда. Возьму беду свою за руку и кину в пасть чуду волосатому. Пусть избавит меня от беды проклятой. Беда о пощаде умоляет, но чуть ее до костей сжирает, а мне велит без оглядки уйти. Беду оставила там и ушла. Отныне без бед мне жить поживать. С меня довольно горечи и слез. С этого часу счастливой судьбой награждаюсь. Истинно так, заклинаю. Итак, 6 раз прочитали. Мы не будем ждать, пока догорит. Я оставлю догореть. И сжигаем траву. Трава горит. Вольт должен догореть до конца. Еще раз напомню вам, на всякий случай всегда ставьте рядом, воду. Потому что в таких случаях огонь бывает очень такой агрессивный. Вот это все догорает. Трава превращается в пепел. После чего берете черную ткань, там небольшую, просто чтобы хватило все это. Переворачиваете туда, связываете или крест-накрест, или как хотите, в общем, в узелок. И прячете подальше. И воду, которая рядом, тоже прячете подальше. Утром просыпаетесь, умываете лицо этой водой, делаете свои дела, и в течение целого дня уносите, оставляйте под деревом этот узелок, кидаете 6 монет и говорите: бери, что даю, больше не получишь. И отворачиваетесь и уходите. Чуть-чуть отодвину. А то плавится все. Вот. Уходите. Проведите этот ритуал не очень часто, но по мере необходимости, когда понимаете, что беды как-то так окружили, можете провести в совокупности с другими работами, чтобы еще сильнее сработало наверняка. В принципе, можете отдельно это сделать, но результат, конечно, вас удивит и порадует. Потому как эти работы, они нацелены на то, чтобы резко менять жизнь человека. Итак, еще раз напомню. Соль, травы, которые я перечислила, 2 свечи. Желательно, чтобы был черный воск. Вода в бутыле рядом. Читать 6 раз. Подождать, пока все это догорит. Перевернуть это на черную ткань. И на следующий день унести, оставить 6 монет, кинуть со словами: бери, сколько даю, больше не получишь. Если долго горит этот вольт, и вы переживаете, я даже не знаю, как вам сказать, отдельно как-то поставьте, чтобы
Ну, с огнем немножко, как бы, шутки плохи. Но можете начать, вот как сумерки, как солнце садится, ну, летом, может, 11-12 ночи, зимой пораньше можно, чтобы успело это все догореть, потому что вот этот вольт, например, сейчас будет гореть очень долго. Это часа 2 точно. Но я оставлю догореть, потому что нужно, чтобы оно догорело полностью. И после вот все эти процедуры совершить. Мы сейчас ждать не будем, конечно, когда догорит. Я думаю, что и так достаточно, и понятно, что и как делать. Вот прям начитала, мне же даже какое-то это ощущение легче стало. Оно в любом случае работает, даже если я это показываю и учу, конечно, они обладают огромной силой, эти заговоры. В любом случае они работают. Так что мне тоже стало хорошо. Заодно и я себя немного обновила вместе с вами. Все, друзья мои, мне еще нужно снимать, поэтому я на этом завершаю. Желаю всем удачи и помогайте себе моими работами.